Мир вам, милость Всевышнего, друзья! Посмотрите, что мы сегодня с вами будем готовить. Домашнюю шаурму, которая ничем не уступает покупной, а во много раз лучше, вкуснее и значительно дешевле, чем покупная. Итак, начнем готовить. Для этого нам необходимы продукты, практически все они здесь. В первую очередь займемся куриной грудкой. Ее следует посолить с обеих сторон, посыпать паприкой, можно добавить куркуму, перчик и любимые травки. Добавить масло и все это хорошенько перемешать. В это время лучше уже поставить сковородку разогреваться. Обжаривается курица на среднем огне. Масло в саму сковородку мы уже не добавляем, так как оно есть здесь. Укладываем на сковороду и обжариваем сначала с одной стороны без крышки. Пока наша курочка обжаривается, в это время займемся шинковкой капусты. Капуста свежая, молодая. Быстро нашинкуем ее. Теперь следует посолить и хорошо перемешать, чуть-чуть надавливая на саму морковь. Следующий этап — это огурец. Разрезать на 3-4 части и вот так вот соломкой все накрошить. Все это мы делаем, пока куриная грудка у нас обжаривается. Так что это очень мало времени занимает на самом деле. Также мы нарезаем помидорчики. И все это отставляем пока. Вот у нас куриная грудка хорошо обжарилась с одной стороны. Теперь я ее переворачиваю, накрываю крышкой и оставляю тушиться и обжариваться до золотистой корочки. Смотрите, еще нам нужна морковь. По-корейски ее делаю сама. Ссылку оставлю в описании. Делаем соус, сметана, томатная паста, чесночок и посолить. Все это следует перемешать. Но также можете заменить, конечно, майонезом и томатным кетчупом. Вот смотрите, какая у нас аппетитная, сочная, ароматная куриная грудка получилась. Ее можно есть с удовольствием и просто так. Также я готовлю эту куриную грудку и на салат Цезарь. Кстати, очень вкусно получается. Ее мы разрезаем, на тонкие кусочки режем и приступаем к сборке шаурмы. Целый лаваш я разрезаю пополам и готовлю из половинки. Намазываем соусом. И теперь кладем все, что у нас было, по очереди. Курицу накладываем. К одному краю, конечно, лучше это сделать. Дальше у меня идет капуста, огурцы. Ну, вы можете по-своему, конечно, очередность менять. Тут уже будет без разницы. Накладываем нашу морковь по-корейски. Далее помидорчики. И сверху чуть-чуть покапываем, как сказать, соусом. И заворачиваем таким способом. С этого количества у меня получилось 6 таких шаурмы. У меня есть достаточно такая большая сковородка на среднем огне. Обжариваем до золотистой корочки нашего лаваша. Итак, у меня обжарилось минут 5-6 ушло на это. И теперь переворачиваем и с другой стороны тоже обжариваем. Аромат уже, конечно, на всю кухню. Ждем, не дождемся. Мы дождались. Очень вкусно, сочно и аппетитно. Обязательно приготовьте по этому рецепту. Подписывайтесь, ставьте лайк. Всего хорошего!